Чем бы вы ни занимались, делайте это всем своим сердцем. Я собираюсь нарисовать сказочную картину с новым подходом. Как всегда, для начала подготавливаю все материалы. Перед рисованием я всегда выбираю референсы для своих картин. А еще мне нравится творить, когда воздух наполнен приятным запахом. Это всегда помогает мне настроиться на процесс и просто расслабиться. За несколько лет в рисовании я поняла, какие вещи в процессе могут мне понадобиться, поэтому я сразу выкладываю все необходимое на рабочий стол. В этот раз я рисую акриловыми красками. Вообще краски — это мой любимый материал в изобразительном искусстве и просто в любом творчестве. В детстве я рисовала карандашами, фломастерами, пастелью. В юношестве мне очень нравилась графика, и я часто использовала черные маркеры и линеры. Когда мне исполнилось 19, я познакомилась с гуашевыми красками. С тех пор я очень полюбила живопись и все яркое. Я словно по-новому посмотрела на мир. Тогда я поняла, что краски — это именно то, что так необходимо мне для самовыражения. Я вспоминаю, как мой дедушка, который тоже всю жизнь был связан с искусством, в детстве покупал нам с сестрой разноцветные карандаши и даже такие, которые с водой превращались в краски. Это было просто волшебно, и он хотел приобщить нас к этому волшебству. И теперь рисование для меня процесс наполняющий, медитативный, вдохновенный. Я рисую не только тогда, когда мне хорошо, но и когда мне плохо, я рисую. И это во многом исследовательский процесс. Несколько месяцев назад я захотела выполнить одну задачу. Научиться рисовать быстро. Конечно, я очень люблю рисовать, люблю запах красок, люблю, когда в моих руках рождается что-то новое и прекрасное. Мне нравится долго сидеть за работой и просто пропитываться ей, при этом слушая хорошую книгу или просто любимую музыку. Но в мире еще так много всего, чего мне бы хотелось нарисовать. Как бы я ни любила творчество, я понимаю, что необходимо отдыхать. Особенно, когда долго рисуешь, потому что глаза тоже устают, и взгляд как будто замыливается, и ты перестаешь замечать какие-то важные моменты. Ведь всему свое время. Время начинать и время заканчивать. Или время, чтобы просто взять паузу и выдохнуть. Иногда даже просто выйти на балкон на 15 минут и подышать свежим воздухом может помочь отдохнуть моей голове и моему телу. Рисование — это прекрасная вещь, но от этого тоже возможно устать, и это нормально. Поэтому мне всегда важно прислушиваться к себе, творить и жить в соответствии со своими истинными желаниями. Работа над этой картиной длится уже 3-й день. Последние несколько месяцев я создавала достаточно маленькие рисунки, и я начала ощущать свою слабость перед большими холстами, хотя уже много раз рисовала на больших форматах. Но я очень хочу писать и большие произведения, значит, нужно писать. Именно поэтому я решила создать эту работу в новой технике, которую для себя я назвала смелой. Это когда нет страха испортить, когда каждое твое движение легкое, как перышко, когда ты не думаешь ни о чем, когда просто принимаешь любой отпечаток краски таким, какой он есть, когда пробуешь новое, когда идешь до конца именно путь в радость, не отвлекаясь на внешнее влияние. Я постепенно приближаюсь к завершению данной картиночки, прорисовываю маленькие детали.
Ну а пока краски танцуют свой волшебный танец в каждый момент времени, я заканчиваю свое новое творение. Мне будет очень любопытно узнать, какие эмоции, чувства, какие мысли вызывает у вас эта картина. Такая она сказочная получилась, немного даже напоминает детский сон или какой-нибудь фильм. Теперь я покрою ее лаком, чтобы защитить от пыли и прочих внешних воздействий. Работать нужно довольно быстро, потому что лак может быстро засохнуть, а кисточку я беру покрупнее. Стараюсь равномерно нанести лак по всей поверхности картины, а на свет проверяю, хорошо ли она прокрылась. Картину, которая покрыта лаком, даже можно при необходимости протирать с мылом влажной тряпочкой, чтобы избавиться от пыли и освежить внешний вид. Сушиться оставляю в лежачем положении на 3 дня. Эта работа завершена, и видеорассказ тоже подходит к концу, поэтому я буду очень рада прочитать ваши мысли в комментариях. Горжусь тем, что дошла до конца, хотя, честно признаться, это не было легко. Смелость значит сметь, но быть смелым не всегда легко, однако творить нужно всегда. И радоваться своим произведениям, и радоваться процессу, в который вы вовлечены. Желаю всем творческих успехов, желаю всем мира, спокойствия, вдохновения, любви и прекрасных картин, если вы рисуете картины, и прочих прекрасных произведений. Всем пока!